Ну, для меня ресурсы – это прежде всего поддержка. Восполнимый источник помощи. То, что спасает в какие-то моменты, когда нет сил. То, что помогает развиваться, когда все более-менее благополучно. Мы не можем решить проблемы всех людей, все проблемы, но дать какое-то направление, дать какой-то ресурс для этого, да, мы можем. Ресурс – это такая обширная организация, и у нее много направлений работы, но основная – это все-таки поддержка сообщества. То есть это такая множество психологических сервисов и культурные проекты. Вот. И, наверное, такое сочетание психологических и культурных проектов, как фотовыставка, например, фотопроект. Психология, как-то до сих пор немножко люди ее сторонятся. Ну, то есть она воспринимается у нас несколько в медицинском таком плане. То есть психолог, я не болен, зачем мне психолог? Приходится рассказывать, зачем, почему это нужно, и это нужно всем людям, это нужно как стоматолог ходить, просто время от времени, как-то проверять, как твоя жизнь, соответствует ли она твоим собственным желаниям, намерениям, целям. Все это можно как раз делать на каких-то психологических мероприятиях, тренингах. Я второй раз участвую в конференции с большим удовольствием. У меня были вопросы, которые актуальны именно в данный период моей жизни, и да, соответственно, я хотел больше в них разобраться. Мы планируем иметь детей, и нас волновали всякие правовые аспекты и медицинские, скажем так. Мы ходили на консультацию к юристу. Я шла с личным интересом и с профессиональным тоже. И они очень гармонично сплелись в данном случае. Первую конференцию мы вообще проводили на свой страх и риск. Мы проводили ее в Сахаровском центре, на бесплатной площадке. Мы не знали, что это будет, как это будет. Это был такой шаг вообще в неизвестность. А сейчас у нас зарегистрировалось на конференцию 250 человек. Из них больше половины специалистов в самых разных областях. 3 дня, где вот представлено много-много-много всего. И еще это некоторый такой прорыв, такой вот, мы собираем сюда и собрали, слава богу, откликнулись множество профессионалов, которые находятся на передовом, вот, на мой взгляд, на передовом крае вот, и науки, и исследований, которые занимаются семьями, не только ЛГБТК-семьями, а семьями в широком смысле слова. У данной конференции есть линия, она называется «Семейная конференция», и это было принципиальное название. Оно было немножко в свое время полемичным таким, может быть, даже немножко вызывающим. У ЛГБТК людей есть семьи, это крепкие семьи, в этих семьях растут дети. Да, это разные семьи, да, разные отношения между людьми и партнерами возникают. У этих семей очень много проблем в связи с нашим законодательством, но эти семьи есть. Мои ожидания в этом смысле как бы оправдались. То есть я встретил, по крайней мере, несколько интересных людей и много взял для себя в профессиональном смысле и для себя, именно для себя. Ответов нет, но ситуация все равно стала яснее. Что-то прояснилось. Ответы, наверное, сами мы должны придумать, потому что какой-то выбор более ясный все равно он стал очевиден, более очевидным. Да, определенные ответы нашел, скорее даже мысли, то, над чем стоит порефлексировать, подумать, в каком направлении дальше думать. Вот.
Пожалуй, что то, что я хотела получить, я в общем и целом получила. Ну, очень мало времени, правда, на тренинги, на все на эти. Хотелось бы, чтобы это было чуть более подробно. Некоторые мастерские, которые были очень интересными и значимыми для меня лично, они были очень ограничены по времени. Ну, как очень, там, она длится 1,5 часа, но для меня и, мне кажется, для темы это было мало. Обстановка на конференции потрясающая. Больше всего мне нравится открытость. То, что вообще в нашей стране еще, возможно, не всех заткнули, и еще кто-то может что-то говорить, что вот такие конференции происходят. Это вообще прекрасно, когда люди могут хоть в каком-то пространстве почувствовать себя безопасно и что-то для себя открыть нужное. Очень тепло в этой компании находиться. В этом смысле очень ресурсное пространство. Сама по себе обстановка мне очень нравится. Этот взрыв эмоций, все так, не знаю, тепло, очень уютно. Да респект таким людям, вот все, что я могу сказать. Я бы хотела, чтобы следующая конференция была более инклюзивной в каком плане? Чтобы у нас появились люди, открыто позиционирующие себя как гетеросексуальные люди на нашей ЛГБТКИА-конференции, которые высказывали бы свою позицию, и мы начали этот диалог вот именно здесь, в этом пространстве. Если пофантазировать вот так вот, чисто личная моя такая идеалистическая фантазия о том, когда будут возможны официально зарегистрированные ЛГБТ-браки, однополые браки в России, то это, наверное, в лучшем случае лет через 5. Мне кажется, что в нашей стране узаконить ЛГБТ-отношения в ближайшее время это просто невозможно, судя по тому, что происходит в политических кругах, и законы о пропаганде, и закрытие проекта «Дети 404», и то, что творится, это очень страшно, я не могу это понять, но в нашей стране я не жду ничего хорошего, на самом деле, если только не случится чудо. Прогнозы вещь неблагодарная, но я думаю, что мир меняется быстро, и в следующем поколении многое будет возможно. Ну, я так подозреваю, наверное, лет еще 10-15 нет. Я надеюсь, что в России лет через 15, возможно, легализуют. Я не надеюсь, если честно уже. Хочется уменьшить цифру. Ну хорошо, через 15-20, наверное, лет.